Всем привет! Сегодня на моей кухне пицца. Причем самая популярная, наверное, самая известная пицца Маргарита. По легенде, эта пицца обязана своим названием Маргарите Савойской, жене итальянского короля Умберто I, которая очень любила эту пиццу. Я, конечно, не знаю, насколько правдива эта легенда, но согласитесь, знать такую информацию о пицце как-то приятно. Пицца Маргарита вообще-то очень простая пицца, но это самая простая пицца, потому что в ее состав входит всего лишь тесто, томатный соус и сыр. Ну что может быть проще? Но все-таки, чтобы испечь настоящую итальянскую пиццу, по крайней мере максимально похожую на нее, нужно все-таки постараться найти именно те ингредиенты, которые необходимы для нее. А именно, для теста нам понадобится 250 граммов муки, щепотка соли, щепотка сахара, 7-10 граммов свежих дрожжей, 20 мл оливкового масла и 100 мл воды. Это нужно для теста. А вот для самой пиццы нужен именно сыр моцарелла, твердый, который трется, базилик свежий, без него никак, это все-таки основной ингредиент на пару с сыром, и, естественно, томатный соус. Это перетертая мякоть томатов, не томатная паста. Можно, конечно, взять томаты и на блендере их перетереть, но у меня есть уже готовая перетертая мякоть томатов, которую я люблю использовать. Можно, конечно, заменить какие-то компоненты на другие, но тогда у нас получится не пицца Маргарита, а какая-то другая пицца. Поэтому все-таки рекомендую взять именно сыр моцарелла, именно свежий базилик и мякоть перетертых томатов. Для начала нам нужно замесить тесто. В нашу миску выливаем воду, обязательно теплую. Теплую это где-то 35-40 градусов, не горячую. Дальше высыпаем сахар и чуть-чуть его размешиваем. Он быстро расходится. Теперь нужно раскрошить туда свежие дрожжи. Можно, конечно, их заменить сухими, но я все-таки предпочитаю свежие. Тесто на самом деле получается ароматнее с ними. Немного муки, ложку-две, и разводим. Можно дать постоять нашей опаре 5 минут, чтобы все ингредиенты соединились и дрожжи начали работать. Накроем полотенчиком. Теперь нужно добавить немного соли, оливкового масла. Все-таки желательно именно оливкового. Размешиваем. И вводим муку и промешиваем как следует. Теперь можно замешивать тесто уже руками. Кстати, мука может быть все-таки разная у всех. Сейчас мука такая, что может и подвести немножко, поэтому смотрите сами. Тесто не должно быть жидким. Если оно все-таки прилипает к рукам, то добавьте еще чуть-чуть муки. Но нужно не переложить муки, иначе тесто будет тугим. А у нас оно должно быть все-таки мягким. Но вымесить нужно хорошенько, чтобы оно не липло к рукам. Вот видите, тесто еще липнет к рукам. Нужно чуть-чуть добавить, совсем немного. Тесто промешивать нужно тщательно в течение нескольких минут. И вот теперь оно у нас получается, посмотрите, каким мягким, но вот уже к рукам не липнет. Теперь оставляем его в мисочке подходить, также накрываем полотенчиком. И пока мы готовим начинку, пусть оно постоит. Теперь нужно натереть нашу моцареллу на крупной терочке. Вообще рекомендуют либо натирать на терке, либо нарезать мелкими кусочками. Я люблю, когда сыр натерт на терке, потому что он равномерно, ровненько растекается по пицце. И теперь нужно приготовить наш соус. Для этого я беру немножечко базилика и мелко-мелко-мелко его нарезаю. Часть базилика, самые красивые крупные листики, я оставила для украшения. А вот те, что помельче, можно как раз добавить в соус.
Нет ничего ароматнее и приятнее для итальянской кухни, чем свежий ароматный базилик. Я его просто обожаю. Вот такая почти базиличная кашица у нас получилась. Добавляем его в соус. Теперь немного соли и тщательно перемешать. В этот соус я не добавляю больше ничего, ни перца, ни чеснока. Мне кажется, так он более натуральным и вкусным, подходящим к этой пицце. Так что все, соус теперь у нас готов. За это время наше тесто подошло, поднялось. Оно красивое и пышное, то, что нам нужно. Теперь нужно нам раскатать тоненькую лепешку из него. Для этого посыпаю поверхность мукой. И раскатать нужно лепешечку очень тонкую. Все-таки итальянские пиццы славятся своим тонким тестом. Мы не хотим отставать, поэтому лепешку будем делать точно так же. И раскатывается оно очень легко, оно очень мягкое. Поэтому это дело буквально 1 минутки. Вот такая тоненькая у нас основа получается. Теперь нужно форму для пиццы смазать растительным маслом и перенести лепешку на нее. А теперь аккуратно, осторожно, чтобы не порвать тесто, нужно перенести его на форму и сформировать небольшие бортики. Теперь покрываем наше тесто соусом, равномерно его распределяя тонким слоем по всему тесту. И единственное, что нам осталось сделать перед запеканием, это как следует покрыть нашу пиццу сыром. Тоже нужно равномерно распределить его, чтобы не было пустых мест, чтобы она полностью покрылась сырной корочкой и ровно, красиво запеклась. Я всегда перед выпеканием еще добавляю несколько капель оливкового масла. Посмотрите, какая красота уже получилась. А теперь нам нужно ее отправить в духовку, которая разогрета до 230 градусов. У меня в моей духовке есть функция пицца. Это замечательная программа, на которой пицца готовится 5-7 минут. Если у вас ее нет, можно выпекать на обычной программе. Если есть, я вас поздравляю. Это сокращает время готовки. Пицца, 230 градусов, ждем. 7 минут прошло, и наша пицца готова. Вуаля! Посмотрите, какая красота получилась. Осталось совсем чуть-чуть. Переложить нашу пиццу в блюдо и украсить ее базиликом. И теперь самые крупные красивые листики базилика идут на украшение. Разложить можно произвольно, как хочется. В основном раскладывают по нарезанию кусочков, чтобы на каждом кусочке был листик. Вот такая вот довольно-таки простая, но очень вкусная и ароматная пицца Маргарита у меня сегодня получилась. Я желаю вам приятного аппетита. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, если вам понравился этот рецепт. И если вы любите пиццу так, как люблю ее я. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И заходите в мою группу ВКонтакте, а также в Инстаграм. Там много всего интересного. Ну на этом все. Пока!